Если вы сейчас учитесь в институте, работаете слесарем, сварщиком, станочником и хотите вырасти до мастера участка или начальника подразделения, и главное, готовы работать для своего роста, а не ждать у моря погоды, этот ролик для вас. Сегодня расскажу о навыках, которые помогут вам продвигаться по карьерной лестнице. Это те навыки, благодаря которым рабочие вырастают до мастеров и руководителей среднего звена. И, конечно, все, что расскажу в этом ролике, прошел сам на практике и покажу, как я проходил этот путь. Поехали! Какие первые три навыка предлагаю развивать для вашего карьерного роста? Это любознательность, дисциплина и умение читать техническую документацию. Расскажу на своем примере, как я их развивал. Навык первый – любознательность. В 2002 году, учась на 4 курсе технического института на дневном отделении, у меня уже на тот момент появилась молодая семья и маленькая доченька, я устраиваюсь на завод «Атамаш» слесарем по сборке металлоконструкций второго разряда. Через год у меня защита диплома. Тема «Корпус шлюза для персонала на АЭС Тяньвань, блок 1». Через 3 месяца после трудоустройства я попросил своего начальника участка Александра Андреевича перевести меня на сменный график работы 2 через 2. Так как мне тогда нужно было одновременно и писать диплом, и работать, и кормить семью. Спасибо ему огромное. Он мне, молодому специалисту, согласовал этот график, и я до самой защиты дипломной работы работал по гибкому графику, удобному и мне, и начальству. И как я воспользовался этим графиком? У меня был почти год, чтобы изучить каждый квадратный метр большого завода «Атамаш». 5 корпусов, сотни станков и различного оборудования. Я обошел десятки раз каждый производственный пролет в этих огромных 5 корпусах. Изучил, где и какие изделия собираются, на каких станках обрабатываются, где складское хозяйство, где заготовительный цех, а где цех упаковки, покраски и отгрузки. Познакомился с профессионалами, рабочими и руководителями из других цехов. Видел все своими глазами, как делается корпус шлюза для персонала, это моя дипломная работа. Интересовался всеми операциями и переделами при его изготовлении. Общался со станочниками, кто его обрабатывал, со сборщиками, кто его собирал. Интересный процесс и опыт прошел тогда. И уже когда я подошел к защите диплома, я знал каждую операцию и переходы по изготовлению своего шлюза. Видел все это на практике. И на защите дипломной работы мне все 4 члена комиссии поставили 5 за столь глубокий и построенный на практике доклад. За тот 1 год работы по смене слесарем я сделал 3 больших дела для себя лично. Учился, как работать сборщиком в цеху, познал весь завод и его технологические цепочки, познакомился с профессионалами из других цехов и накапливал теоретическую и практическую базу как инженер-технолог, которую отлично использовал при написании и защите диплома. Первая маленькая инженерная победа была достигнута. Это было, с одной стороны, сложное время. Я ходил и в институт, и на работу, а у меня уже семья и маленькая дочка. Взрослая жизнь началась, причем по полной. Но по прошествии времени, вспоминая тот период, понимая, он был очень интересным и познавательным для меня, для взросления в роли будущего инженера, а потом и руководителя. Благодаря навыку любознательности в тот год я добился всех своих запланированных целей, а после защиты диплома через 2 месяца мне дали шанс перейти на должность мастера-технолога производственного участка. А еще через 4 года я уже стал директором производства одного из этих 5 корпусов на заводе «Атамаш». Поэтому настоятельно рекомендую каждому развивать навык любознательность. Он как вам пригодится в жизни. Вы тем самым сделаете инвестицию в свое будущее, за которое не надо платить ни 1 рубля. Нужно лишь ваше желание познавать новое. Просто наблюдайте вокруг себя и учитесь. Окупится вам втройне, а может и более раз. Навык второй. Это дисциплина исполнения. Когда я работал на участке, я смотрел на ветеранов нашего производственного участка и принимал их опыт. Они делали свою работу так, чтобы она была сделана качественно и с первого раза, и за ними потом никто ничего не переделывал. Над ними мастер не стоял над душой, они делали это по своей воле и с интересом к работе. Я также начал делать свои операции, как и они, чтобы их не переделывали после меня. Не ради галочки, а ради уважения и доверия. К себе, к коллегам, к своему руководителю и общему результату. Дисциплина – это когда ты не ищешь, где проскочить или не сделать свою работу на авось, а когда наоборот делаешь все качественно и до конечного результата в соответствии с технологическим процессом изделия и требованиям чертежа. И когда ты понимаешь, что твой напарник, придя на смену после тебя, получит законченную операцию или деталь в лучшем виде. Ему не надо ничего после тебя переделывать или доделывать.
И в свою смену он уже приступает к следующей операции по техпроцессу после твоей качественно выполненной операции. Он тебе скажет спасибо, вернет тем же. Когда ты придешь уже на свою смену, он тебе всегда ответит тем же, готовым результатом, законченная операция и печатью ОТК в паспорте изделия. И третий навык. Он уже больше технический и инженерный. Умение читать все виды технической документации, чертежи, спецификации, составы изделия и их технологии. Сначала я смотрел на чертежи как студент, но через 3-6 месяцев работы в роли исполнителя, как слесарь-сборщик, я уже смотрел на них как будущий инженер. Что это значит? Я начал задавать себе вопросы. А как это изделие собирать? Как выполнить сборку деталей, чтобы сварщику было удобно варить? И шов точно прошел удовлетворительный контроль УЗК, РГД или может даже цветную дефектоскопию. А если мы так будем варить, не поведет ли конструкцию? Может, нужны приспособления или распорные кольца? И если я замечал неточность в чертеже или в конструктиве, я не бежал к мастеру и не говорил: конструктора и технологи напортачили, они совсем не понимают, что они чертят и делают. Я наоборот предлагал решение по изменению конструктива или технологии. Приходил к своему руководителю и говорил: Александр Андреевич, посмотрите, мне кажется, здесь ошибка, давайте позовем технолога и проверим. С таким подходом ко мне конструктора и технологи относились с уважением, потому что я не обвинял их, а предлагал решение. И мы совместно вносили правки и улучшения в конструктив или технологию. За год совместной работы с конструкторами и технологами я научился читать чертежи лучше некоторых инженеров, которые были уже в должности инженеров. Этот технический опыт мне тоже помог пройти конкурс на мастера, а было 7 человек на место. Это сыграло весомую роль при сравнении компетенций среди нас при выборе претендентов на одну штатную единицу мастера. 2003 год, июнь. Я защитил диплом инженера-технолога на отлично. Сентябрь. Конкурс на мастера. 7 человек на место. Я прохожу. Но настоящий экзамен начался, когда мне сказали: испытательный срок 2 недели. Заменишь начальника участка, он в отпуске. Справишься, останешься мастером. Нет, уходишь с завода совсем. Обратной дороги нет. И вот тут все эти 3 навыка, о которых я говорил выше, сработали как единый механизм. Что я начал делать? Первое. Уважение к своим сотрудникам, бывшим коллегам, невзирая, что ты уже их начальник. Я собрал всех 45 человек и сказал: ребята, я новичок в этой должности, не хочу строить из себя начальника. Вы сегодня мои учителя, я ваш помощник и организатор, буду подносить снаряды, чтобы у вас для работы все поступало на участок своевременно. Давайте работать как единый механизм и одна команда. Второе. Короткие летучки вместо постоянного надсмотра и стояния у них над душой. 3 раза в день по 15 минут. Что сделано, что дальше, какие помехи. И сразу после решения этих помех. Никакой бюрократии. Третье. Полное погружение в технологический процесс участка вместо указаний. Постоянный контакт с сотрудниками по их переделам работы. Я жил на участке с 7 утра до 11 вечера. Без выходных 2 недели. Не потому что начальник свыше заставлял, а потому что я должен был быть в одном ритме с командой, и мне нужно было пройти это испытание в 2 недели. Итог: за 2 недели участок ни разу не остановился, план выполнили по всем заказам. Меня утвердили и перевели на должность мастера после того конкурса из 7 претендентов. Знаете, что я понял и уловил тогда? Первая руководящая роль – это не про власть, это про доверие, уважение и ответственность. Вы должны быть щитом и организатором для своей команды, а не надзирателем. К сожалению, сегодня и уже, наверное, крайне лет 15 в России эффективные менеджеры, которые в кавычках пропагандируют класс надзирателей и администраторов. Но мы-то с вами знаем, каким должен быть настоящий мастер или руководитель. Если вы руководитель или собственник и хотите, чтобы в вашей компании были такие же принципы, пишите в комментариях «щит». Я смогу для вас выстроить систему управления в компании, где мастер не надзиратель, а поддержка для вашей команды. Смотрите мой первый плейлист о главном каркасе управления для компании и бизнеса. Архитектура управляемого бизнеса. Следующие 4 года я не просто работал мастером, я собирал по крупицам свою карту компетенций. 2004 год. Я запускал участок сварки изделий из тонкого алюминия. Это особые технологии и высочайшая точность. В 2005 я запускаю участок трубных рекуператоров. Хаймовская сталь, сложная в обработке, теплостойкая сталь. 2006 год. Котельное оборудование. Вообще для меня новое. 2007 год. Колонны и трубопроводы. Снова новая продукция. Каждый год был новый вызов для меня. Новая продукция, новые люди. Что мне это дало по итогу? Первое. Технологическая гибкость.
Мозг научился переключаться. Сегодня ты думаешь о тонком алюминии, завтра о массивных колоннах. Я прошел почти все переделы и производственные участки. От заготовки, сборки, сварки до упаковки, покраски, отгрузки. Только на механическом участке не работал. Второе. Навык запуска с нуля. Мне 4 раза давали задания, вот пустой цех, вот чертежи новых изделий, сделай работающий участок для их изготовления. Я каждый раз собирал новый механизм для создания новых продуктов компании, состоящих из людей, станков, оснастки, оборудования, техпроцессов, логистики и регламентов. Именно тогда я уже учился видеть систему целиком, а не точечные фрагменты. Третье. Управление через компетенцию. Помните, я изучал завод, будучи слесарем. Теперь эти знания стали моим главным козырем. Я говорил с ветеранами на их языке. Мои решения были не приказами, а технически обоснованными предложениями. Мне доверяли. Именно тогда я начал читать книги Иляху Голдрата, книги по бережливому производству, и тут же внедрял эти идеи на своих участках. Мною полученная теория моментально проверялась практикой в производстве. Главный итог этих 4 лет – я перестал видеть просто свой участок. Я начал видеть разрывы в потоках всего завода. Я тогда уже становился не просто мастером, а инженером бизнес-процессов. И знаете, что самое кайфовое? Когда ты выстраиваешь такую систему, твои люди начинают тоже кайфовать от работы. Инициатива ненаказуема в таких коллективах. Наоборот, ребята сами подходят с идеями и говорят, а давайте здесь приспособу сделаем, чтобы быстрее было продукцию изготавливать. Мы вместе проводили время, праздники, дружили. Даже к себе на свадьбе мои сотрудники меня приглашали. В цеху были шутки, смех, живая атмосфера. Не потому что я был свой парень, а потому что люди чувствовали, что их уважают, их слышат и их ценят. Мы разговаривали как равные, делали одно дело. И даже спустя почти 20 лет, если я их встречаю на улице, своих бывших сотрудников того времени, всегда благодарят и говорят, что при моем руководстве у них всегда были лучший и чистый участок. Все детали заготовки приходили вовремя и в правильной последовательности по критическому пути изготовления изделий. Всегда была лучшая оснастка, атмосфера уважения друг к другу, честность, ответственность и хорошие зарплаты. Потому что при такой организации процессов на участке мы всегда выполняли большие объемы и нормы по производству готовой продукции. И даже есть один пролет на заводе, названный в честь меня, и оснастка, которую я изготавливал на участке после командировки в Германию, и тоже называют в честь моей фамилии. Я увидел по фотографиям, когда был в Германии, и сам начертил чертеж, и мы изготовили эту оснастку. Рабочие были в восторге от такого современного для того времени приспособления для изготовления сложных трубопроводов с различными углами и размерами. И когда через 4 года я прошел на конкурс директора уже производства, в котором работал мастером, снова 5 человек на место, я понимал, что готов к дальнейшему росту. После такой отлаженной работы на своем участке со своей командой, они, правда, конечно, расстроились, что у них теперь будет другой мастер. Но зато наш с ними подход я потом транслировал на все участки производства, которые возглавил, с уже 700 сотрудников в моей ответственности и подчинении. И все это я не просто ждал новой должности, я планомерно к этому готовился каждый день. Будут моменты, когда вам захочется сдаться, когда конкуренция давит, когда начальство сомневается, когда даже свои говорят, куда ты лезешь, не сдавайтесь. Не на этом заводе, где вы сейчас работаете, так на другом вы сможете применить свои наработанные навыки и опыт. И если вы наработали эти навыки, если вы уже стали лучшим исполнителем, лучшим мастером, вас не остановить. Вы и дальше будете расти по своей карьерной лестнице. Главное – это целеустремленность, желание, немного амбиций. На своем примере я вам рассказал, как я прошел этот путь. Значит, и вы пройдете, вы точно сможете. Ну вот вы и мастер. Поздравляю! Но не останавливайтесь на достигнутом. Развиваем следующие навыки, которые вам понадобятся прямо завтра. Организация рабочего места по системе 5С и принципы бережливого производства. Коммуникация с подчиненными сотрудниками, коллегами и вашим руководителем. А уже в следующем ролике мы с вами разберем новую тему. Первый день мастера. Проведем один день в роли мастера участка и поймем, что же он должен уметь выполнять свои роли на своем участке работы. И какие ошибки, чтобы он не допускал. Не пропустите следующий ролик. И помните, если вы руководитель или собственник и хотите, чтобы у вас работали такие мастера, создайте им условия. Не надзирателей, а организаторов, не начальников, а лидеров. Как это сделать системно и для этого создать подходящую среду, обязательно смотрите мой первый плейлист «Архитектура управления». А для тех, кто сам хочет расти, жду в следующем ролике. Разберем один день из жизни мастера. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Знаете, почему на одних заводах рабочие так и остаются рабочими, а на других растут до мастеров? Дело не в людях, дело в системе управления. Если процессы выстроены, люди видят путь для своего роста. Если в компании хаос, даже талантливый слесарь уйдет работать в такси. О том, как выстроить такую систему, смотрите подробно в первом плейлисте «Архитектура управления». Быть сильным руководителем– это ремесло, и ему можно научиться. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комментарии, на каком этапе карьеры вы сейчас находитесь. До встречи в следующем ролике. Всем удачи!